Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В этом видео я вяжу очень простой и красивый новогодний декор. Приготовила наполнитель, старую новогоднюю игрушку, у меня два варианта, по ходу решу, какой будет смотреться лучше. И трикотажную пряжу. У меня пряжа бренда Вяжи еще, характеристики нити в 160 метрах 280 грамм. Ниточка очень эластичная, изделие получится достаточно объемным. Вязать буду крючком 5,5 миллиметров. Также приготовила ножницы, сантиметровую ленту и иглу с большим ушком. На каждом этапе озвучиваю количество петель, количество рядов и размеры заготовки в сантиметрах, для того, чтобы вы могли адаптировать к своей плотности вязания или другому материалу. Все необходимые ссылки, как всегда, в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю длину рабочей нити, формирую первую петлю. Мне потребуется 23 воздушные петли. Готово. Пропускаю первую петлю, во вторую заднюю перемычку. Вот так вставляю крючок и провязываю столбик без накида. У меня остается 22 точки для провязывания. В каждую точку провязываю один столбик без накида. У меня осталась последняя точка, провязываю в нее столбик без накида, воздушная петля, это петля подъема, переворачиваю вязание, следующие и все последующие ряды буду вязать, пропуская подъемную петлю во вторую точку, в заднюю полупетлю, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Я подхватила сразу край начала, ввязываю его в полотно. Задняя полупетля, столбик, задняя полупетля, столбик. Узор полотна ребристый и очень воздушный. На этом этапе ширина моей заготовки 20 сантиметров. Каждый следующий ряд провязывается столбик в заднюю полупетлю кромочной косы. Не забываю в конце каждого ряда провязать подъемную петлю. У меня провязано 58 рядов и уже почти закончилась нить от основного мотка. У меня был один моток пряжи. Здесь осталось буквально на завершающие швы. Размер заготовки 54-55 сантиметров. Ширина заготовки 20 сантиметров. Теперь я складываю по короткому шву стык в стык, ввожу крючок с одной стороны, здесь подхватываю петлю, вытягиваю ее через эту точку. Теперь прокладываю шов соединительными, подхватываю полупетлю с этой стороны, с этой и соединительная. И так далее. Тут количество петель совпадает, поэтому просто прохожусь швом. Ряд закончился, вытягиваю нить, далее буду работать иглой. Вставляю остаток нити в иглу с большим ушком. Выворачиваю изделие так, чтобы уже края по длинной стороне притянулись друг к другу. И здесь стежками туда-обратно. Подхватываю соответствующие ряды, подтягиваю. Далее соответствующие ряды здесь и здесь и подтягиваю. Не очень туго, не очень слабо, с тем же натяжением нити, как и все вязание. Здесь, в этой точке, когда уже больше половины сшито, начинаю набивать. Изделие приобретет форму и будет проще закончить работу,
каждый набивает на свое усмотрение. Кто-то хочет потверже, кто-то хочет помягче. У меня завершается шов, осталось буквально пару стежков. Хорошенько подтягиваю и закрепляю нить. Из остатка нити ее осталось ровно на петельку. Делаю петлю, за которую изделие можно будет повесить. Здесь образую узелок. Завязываю, край увожу в полотно. Хорошенько поправляю, распределяю наполнитель. Далее смотрю, как в лучшем варианте будет смотреться декор. Можно закрепить его на центральной части, можно скомбинировать сбоку, справа или слева. Получилось стильно и со вкусом. Такой аксессуар украсит любой новогодний интерьер. Можно выполнить в разных расцветках. Я использовала сразу 2 игрушки, можно добавить светящуюся гирлянду. Итоговые размеры изделия 27 сантиметров по внешнему краю и 11 сантиметров по внутреннему. Мне потребовался всего 1 моток пряжи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В конце в рекомендации добавляю плейлист с новогодними аксессуарами крючком. Всем пока!